Приветствую вас, друзья! Меня зовут Марьяна, и вы на канале «Вкусная еда». Предлагаю рецепт восхитительно вкусного тарта с сыром маскарпоне и мандаринами. Хрустящее миндально-песочное тесто с нежной и очень легкой начинкой из сливочного сыра, который покрыт освежающими ломтиками мандаринов. Эта выпечка покоряет с первого кусочка. Готовить такой тарт можно с любыми сезонными ягодами и фруктами, или вообще без фруктовой и ягодной начинки. В таком случае тарт будет очень похож на чизкейк. Тарт получается не только красивым, но и безумно вкусным. Несомненно, придется по вкусу всем вашим родным и близким. Готовим песочное тесто. В миске соединяем просеянную пшеничную муку, миндальную муку, щепотку соли, хорошо перемешиваем мучную смесь венчиком и откладываем в сторону. В другой миске соединяем сливочное масло комнатной температуры и сахарную пудру. Взбиваем миксером сливочное масло с сахарной пудрой до получения легкой, воздушной и кремообразной консистенции около 2-3 минут. Не прекращая взбивания, добавляем яйцо, также комнатной температуры. Продолжаем взбивать до тех пор, пока масса хорошо не соединится и не станет похожей на крем. Во взбитое сливочное масло добавляем частями мучную смесь, молоко комнатной температуры и замешиваем тесто деревянной ложкой. Как только тесто собралось в ком, прекращаем замешивать. Песочное тесто должно получиться мягким и немного неоднородным. Из теста формируем плоский диск, затем заворачиваем его в пищевую пленку или в пакет и убираем в холодильник на 30 минут не менее. Форму для тарта диаметром 25 см смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Выкладываем на середину формы широкую полоску из пергамента, для того, чтобы потом легко извлечь тарт из формы. Охлажденное тесто достаем из холодильника. Кладем песочное тесто на лист бумаги для выпечки, сверху накрываем пищевой пленкой. Раскатываем наше тесто в пласт чуть больше вашей формы, толщиной около 3-5 мм. С раскатанного теста удаляем пищевую пленку, переносим тесто вместе с пергаментной бумагой в форму для тарта. Переворачиваем тесто на форму пергаментом вверх, затем аккуратно удаляем бумагу. Тесто хорошо придавливаем к дну формы и делаем бортики высотой примерно около 4-5 см. Неровные края теста обрезаем при помощи ножа по всему периметру формы. Обрезки теста, которые остались, выкладываем на дно формы. Затем равномерно распределяем обрезанное тесто по всей поверхности дна формы. Перед выпечкой песочное тесто часто наколоть вилкой по всей поверхности. Форму с тестом застилаем фольгой или пергаментной бумагой и насыпаем на нее груз. Это может быть фасоль, горох или специальные керамические шарики для выпечки. Это делается для того, чтобы тесто не вздулось в процессе выпечки. Отправляем форму с грузом в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Через указанное время убираем фольгу с грузом и выпекаем песочное тесто около 8-10 минут или до легкого золотистого цвета. Пока песочное тесто выпекается, готовим начинку для тарта. В чаше миксера или в большой миске соединяем сливочный сыр комнатной температуры. У меня маскарпоне. К нему добавляем творожный сыр или очень мягкий творог, также комнатной температуры. Взбиваем сырную массу на средней скорости миксера до гладкой и однородной консистенции, около 1-2 минут. К сырной массе добавляем кукурузный крахмал, сгущенное молоко комнатной температуры и взбиваем до объединения продуктов. Не прекращая взбивания, добавляем по одному яйцу комнатной температуры и хорошо взбиваем после каждого добавления. Начинка для тарта готова. Песочную основу достаем из духовки и сверху на тарт заливаем сырную массу. Выпекаем тарт в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. После выпечки готовый тарт достаем из духовки, перекладываем на решетку и полностью остужаем при комнатной температуре. Это позволит начинке немного загустеть и стать плотнее. Приступаем к украшению тарта. Мандарины очищаем от шкурки и белых прожилок. Разделяем мандарины на дольки. Если есть косточки, то удаляем их. Выкладываем мандариновые дольки по кругу сверху на остывший тарт, пока не заполните всю форму. Готовим желе для оформления тарта согласно инструкции на упаковке. Желе со вкусом мандарина или апельсина заливаем кипятком
и хорошо перемешиваем до полного его растворения. Затем даем остыть до комнатной температуры. Сверху на тарт с мандаринами аккуратно заливаем остывшее желе до самых краев теста. Убираем тарт в холодильник на 2-3 часа или до полного застывания желе. Готовый тарт достаем из холодильника, двумя руками берем за бумажные полоски, аккуратно вынимаем нашу выпечку из формы и перекладываем на подходящие блюда. Затем аккуратно вытащить бумажную полоску. Нарезаем тарт на порционные кусочки, завариваем вкусный чай и наслаждаемся неимоверно вкусной и нежной домашней выпечкой. Мандариновый тарт с кремом из маскарпоне готов. Приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.